Друзья, всем привет! Компания Xiaomi недавно объявила о том, какие аппараты получат на глобальном рынке HyperOS 2 Global, ну и соответственно, когда это произойдет. Но то ли специально, то ли, я не знаю, случайно, либо же еще как-то это можно объяснить, компания выкатывает список того, что поменяется в HyperOS 2 Global. Ну, честно говоря, я остался раздосадован тем, что вообще в принципе они опубликовали. Потому присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Получается, компания Xiaomi обновляет свой официальный сайт, который посвящен HyperOS. И, в принципе, у нас это все дело будет именоваться как «Новые начинания». В оригинале там немножечко оно иначе звучит, но, собственно, в переводе это как «Новые начинания». В целом, как бы компания, она понимала, что нужно что-то людям давать новое, интересное, чем-то их заинтересовать, ну и, в принципе, как бы-то вдохновить перейти на новую оболочку. И как бы-то то, что было выкачано для китайского рынка, где-то в глубине души я понимал, что не все дойдет именно до нас. Насколько мое разочарование было, когда я увидел этот сайт, когда я его в принципе прокрутил и посмотрел, я понял, что где-то нас обманывают. Но немножечко даже можно это выразиться иначе. Я думаю, что смысл будет понятен. Получается, первое, с чем нас сразу знакомит сайт, это улучшенная эстетика, а также обновленный вид. Ну, тут как бы понятно, акцент и на своем фирменном автомобиле Xiaomi SU7 сделан, ну и сделаны акценты на новых стилях экраноблокировки. Кстати, некоторые из них вы могли заметить еще в китайской версии прошивки, на которую я делал обзор. Если вы, кстати, полный обзор не видели, в описании найдете ссылку. И, конечно же, больше разработчики сконцентрировались на том, чтобы обновить стили под свой смартфон Xiaomi Mix Flip. И вот, который вы можете заметить на этих картинках. В целом и общем, ну, как бы-то это не то, чего лично я ожидаю, когда компания выкатывает какое-то, ну, вот глобальное обновление. То есть я имею в виду, это переход с HyperOS 1 на HyperOS 2. То есть если брать во внимание там другие какие-то оболочки, там One UI, там ColorOS, там Realme UI, там да, даже тот же iOS, если взять. Понимаете? То есть там как бы-то больше изменений можно заметить. А тут нам наоборот делают акцент, вот крутая эстетика, новые экраны блокировки. Ну как бы ладно. Идем с вами далее. Реалистичный вид, созданный на основе атмосферных моделей. 3D-система динамической погоды в реальном времени. И у меня возникает логичный вопрос, а что как бы это время занимало именно в год, чтобы сделать? И то есть, как бы давайте тоже быть честными. Сколько раз мы заходим с вами в приложение «Погода». И насколько вообще в принципе может повлиять на нас с вами то, что добавляются 3D-модельки, облачков, радуги, солнышка, луны, ну и там снега, не знаю еще чего. Ну, как по мне, это тоже какая-то странная затея, именно на этом концентрироваться и как бы нам об этом рассказывать. Ну, как бы ладно, идем далее. Чистый и освежающий визуальный опыт. Как бы разработчики, да, они в новой HyperOS обновляют стоковые приложения. Из того, что мне сразу приходит на ум, это, конечно же, приложение часы, они вам тут изображены. Получается, еще приложение погода, конечно же, обновляется. Ну и по мелочам там музыка обновилась, заметки обновились, но сюда это не вынесли. Опять же, насколько у меня такое негодование возникает от того, что ждать новую оболочку целый год и узнать, что нам обновляют часы, или же что нам обновляют календарь. То есть вообще это можно все было выкатить в формате какого-то обновления стоковых приложений, как это мы в принципе с вами любим. А тут как бы-то выкатывать такую здоровую типа прошивку и как бы говорить, что вот это вау, круто, но у меня опять же возникают вопросы. Но вот на чем у меня вопросов не возникает, это новые анимации, более плавный опыт. Да и вообще в принципе там был девиз у этой оболочки: быстрее, умнее и плавнее. И я надеюсь, что запись экрана вам передаст то, как вообще эти анимации выглядят, ну и в описании также оставлю ссылку на этот сайт. Вообще, как бы-то да, хотелось чего-то нового вот в плане анимаций, ну и чтобы разработчики их наконец допилили. И да, я понимаю, что уже сейчас можно поставить там, допустим, системную оболочку из HyperOS 2 на HyperOS 1, но там есть некоторые вопросы, об этом я рассказываю, показываю, и это не является, знаете, таким решением, чтобы получить новые анимации. Но то, как в принципе это выглядит, да, интересно. Но опять же, нам лишь с вами показывают два варианта анимации. Это открытие шторки из именно строки там с уведомлениями, вернее шторки с уведомлениями, и разблокировка смартфона. А где другие анимации, что у нас больше анимаций нет, то есть только лишь на этих двух у нас вся оболочка построена.
тоже как бы-то, ну, интересно, но с другой стороны возникают определенные вопросы. Что еще разработчики нам тут рассказывают? Вот как раз то, что я вам сказал, девиз быстрее, плавнее, надежнее, там с улучшенной производительностью. И как и обычно, компания нам любит всякие циферки тыкать. То есть у нас улучшается на 33% скорость передачи данных, улучшается скорость кросс-экранной там синхронизации на 15%. И мое самое любимое, которое еще тянется с MIUI, это оптимизация энергопотребления. И тут указано, что на 71% будет улучшено энергопотребление между устройствами. Ну, друзья, как вы понимаете, циферки компания любит. Но вот в реальности будут ли эти циферки отображаться? Ну, хороший вопрос. Я думаю, что скорее всего нет. Сконцентрировали, конечно, наше внимание с вами и на единой экосистеме приложений. Вот у нас есть главный экран плюс 2.0, то есть мы можем использовать приложение на смартфоне и далее его на планшет перетянуть. Но опять же, не у каждого есть планшет Xiaomi, ну, и чтобы это как бы в одну экосистему сращивать. И еще также акцентирует наше внимание на том, что можно закреплять приложение на всех устройствах для легкого доступа. Опять же, насколько это вот важное и глобальное нововведение этой прошивки, ну, я даже представить себе не могу. Ну и плюс еще показывает нам, что воспроизведение передачи. То есть легко мы можем переносить музыку на динамики и наслаждаться любимыми мелодиями. Но вот, наверное, ради этого прям я побегу обновляться на новую HyperOS 2 Global. Еще нам что тут рассказывается, что интегрированы аппаратные возможности, то есть синхронизация вызовов, то есть легко можно принимать звонки с разных устройств, условно у вас в этом симбиозе живет смартфон и планшет, вам на планшете кто-то звонит, и вы можете вот на планшете общаться, кстати говоря, почему бы и нет. Ну, в принципе, тут можно понять, что как бы да, фишка интересная, но, как я уже ранее сказал, не у каждого есть планшеты, чтобы эта вся экосистема была. И плюсом еще наше внимание концентрирует на том, что появляется межэкосистемная связь. То есть мы можем с вами там ноутбук Xiaomi под управлением Windows сопрягать с нашим смартфоном там с помощью Link Phone или как там он так называлось. Ну, опять же, в любом случае, для тех, кто этим пользуется, да, это однозначно хорошая новость, и я надеюсь, что как бы это также будет работать без особых проблем. Ну и в самом конце нам напоминают, какие в принципе устройства обновятся, я об этом уже делал отдельное видео, особо я останавливаться на этом не буду, потому как все эти списки, вся эта информация, отдельный видеоролик, как я уже сказал, давно есть на моем канале, потому вы с этим сможете отдельно ознакомиться. Подведя итог того, что компания Xiaomi нам опубликовала. Я, честно, раздосадован. Да, как бы то, хоть я и люблю компанию Xiaomi, хоть я с этой компанией еще с 2016 года, но, по правде говоря, вот каждые последующие обновления, там глобальные обновления какие-то, они почему-то вот действительно расстраивают. С одной стороны, не хочется жить такой надеждой и мыслью, что, возможно, нам не все здесь показали, что, возможно, еще добавят там, допустим, тот же умный помощник, там, допустим, какие-то фишки искусственного интеллекта, добавят еще там какие-то возможности в плане кастомизации и прочего. Но, опять же, если на сегодняшний день сравнивать китайскую прошивку и то, что опубликовано на этом сайте, ну, друзья, нас, конечно, немножечко кинули. И, к сожалению, это так. Насколько там все будет в плане оптимизации, быстродействий, улучшения системы, пока сложно сказать. Пока мы лишь имеем такие, ну, крупицы, ну, не столь мелкие, но, по крайней мере, хотя бы хоть какой-то внешний вид мы понимаем, что нас стоит ожидать. Судить по двум анимациям, которые разработчики опубликовали, что, мол, вау, это будет супер прошивка, ну, я не берусь сказать. Но, опять же, по правде говоря, я раздосадован тем, что компания выкатывает для глобального рынка. В любом случае, я дожидаюсь на свой Xiaomi 14 эту прошивку, на Poco F6, буду для вас делать обзоры, посмотрим, как там можно нынче между прошивками прыгать, насколько там все эти методы по перепрошивкам без анлока актуальны, ну и в принципе тот контент, который вам необходим, будет выпущен на канале. Ну а в комментариях напишите свое мнение про увиденное и услышанное. Возможно, вы так же, как и я, раздосадованы тем, как компания поступила на глобальном рынке, но возможно мы с вами в принципе заблуждаемся и нас вообще будет ожидать еще много чего, и разработчики специально об этом не указали. Так что в комментарии спускайтесь и там с вами пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.